Дорогие друзья, приветствую вас на канале «Разумная медицина», доктор Евдокименко. И сегодня я хочу поговорить с вами о камнях в желчном пузыре, о том, как лечить желчный пузырь и стоит ли его удалять. Желчные камни – это кристаллические структуры, которые образуются из аномальной желчи. Они образуются, вы удивитесь, из холестерина, солей кальция и вещества, которое называется билирубин, из-за чего образуются камни в желчном пузыре. Но приводит к их образованию в первую очередь застой желчи. И обратите внимание, вот застой желчи приводит к образованию камней особенно часто в тех случаях, когда люди принимают некоторые препараты. Во-первых, это препараты от холестерина, так называемые статины. Во-вторых, это бесконтрольный прием препаратов кальция. Вот сейчас принято принимать кальций месяцами, годами, то есть пейте кальций от остеопороза, людям советуют чуть ли не каждый день пейте на протяжении нескольких лет. Вот такой бесконтрольный прием кальция приводит к образованию камней в желчном пузыре. Кроме того, к образованию камней в желчном пузыре часто приводит прием некоторых женских гормонов. Ну и, конечно, известные всем факторы – это употребление больших доз алкоголя, естественно, малоподвижный образ жизни, стресс, ну и, кроме того, прием жирной пищи. Как проявляется желчекаменная болезнь? В некоторых случаях вообще никак. То есть человек может болеть желчекаменной болезнью, то есть в желчном пузыре может находиться большой камень, и он очень долгое время может никак себя не проявлять. Если камни маленькие, если они двигаются, то тогда желчекаменная болезнь проявляется приступами печеночной колики. То есть когда камешек выходит и задевает стенки желчного пузыря или стенки протока, возникает достаточно резкая боль. Но когда камень вышел, боль пропадает. Еще один вариант развития болезни, когда много мелких камешков, когда они каким-то образом двигаются и постоянно травмируют желчный пузырь и протоки, возникает холецистит, возникает воспаление желчного пузыря. В данном случае это будет называться калькулезный, то есть каменный холецистит. При калькулезном холецистите часто возникают боли в правом подреберье, которые могут отдавать под лопатку и даже в плечо. Они могут сопровождаться, эти боли, тошнотой, рвотой. В общем, состояние достаточно неприятное. Но гораздо более неприятным состоянием является закупорка желчных путей. Если какой-то большой камень закупоривает желчные пути, возникает, как правило, очень сильная боль, может развиться даже желтухой, и это крайне неприятное состояние. В этом случае, как правило, такой камень нужно удалять операционным путем. Тем не менее, операция – это, конечно, крайний случай, потому что она имеет свои последствия, и мы о них еще скажем. И в большинстве случаев нужно постараться лечить желчекаменную болезнь без операции, какими-то, скажем так, лекарственными методами или с помощью лекарственных растений. Но прежде чем мы будем лечить желчный пузырь без операции, мы должны знать, что существует несколько условий, когда это возможно сделать. Во-первых, камни должны быть не очень большими. В идеале не больше 20 мм. Это первое. Второе. Желчный пузырь должен сохранять свою, скажем так, сократительную функцию. И третье. Желчные пути должны быть проходимы. Вот если эти три фактора совпадают, мы пытаемся лечить желчекаменную болезнь без операций. Мы попытаемся растворить и выгнать камни. Как это сделать? Первое, о чем мало кто знает. Начинать лечение желчекаменной болезни, начинать прием любых лекарств или лекарственных трав от этой болезни нужно с приема спазмолитиков, чтобы камни могли свободно выходить из желчного пузыря. Какие препараты можно использовать? Можно использовать всем известные препараты под названием ношпа или папаверин. Приняли ношпу или папаверин, и в этот же день начинаем принимать препараты для растворения камней. Это препараты под названием урсасан или урсофальк. Принимать их нужно долго, даже до нескольких месяцев. И нужно знать, что эти препараты, конечно, имеют противопоказания, о которых вы прочитаете в инструкции. Но самое главное, о чем нужно знать, что эти препараты очень хорошо растворяют так называемые холестериновые камни. А вот если камни состоят из кальциевых веществ, вот тогда урсасан или урсофальк работают, скажем так, достаточно плохо. А как узнать, камни у вас холестериновые или кальциевые?
К счастью, кальциевые камни, которые лечить гораздо труднее, встречаются довольно редко. И определить их может врач, это сделать достаточно легко. На рентгене эти камни будут видны в виде таких, скажем так, объемных образований, то есть они хорошо заметны на рентгене, в отличие от холестериновых камней. И вот если у вас камни кальциевые, тогда нужно понимать, что перечисленные препараты принимать нельзя, да и вообще кальциевые камни, скорее всего, все-таки придется оперировать, они очень плохо поддаются лечению. Но, повторю, это случаи редкие, в большинстве случаев камни бывают холестериновые, мягкие, и с ними можно справляться не только с помощью лекарств, но и с помощью лекарственных трав. Какие лекарственные травы можно использовать для избавления от камней в желчном пузыре? С моей точки зрения, существует 4 основных лекарственных травы с доказанным эффектом, которые действуют очень хорошо, растворяя камни в желчном пузыре. Хит номер 1 в этом списке – кукурузные рыльца. На втором месте, с моей точки зрения, корень одуванчика или корень лопуха. И следующее лекарственное растение в этом списке – березовые почки. Конечно, не надо пользоваться сразу всеми этими лекарственными растениями. Выбираем какое-то одно из них, пробуем им полечиться. Если оно не помогло, переходим ко второму, ну и в крайнем случае к третьему или четвертому. То есть, еще раз повторю, лечимся либо кукурузными рыльцами, либо корнем одуванчика, либо корнем лопуха, либо березовыми почками. А теперь самое главное и, пожалуй, самая важная информация. Когда вы пытаетесь бороться с камнями в желчном пузыре, неважно, делаете это вы с помощью лекарств или с помощью лекарственных растений, не забывайте ежедневно выпивать литр воды. Не 2 или не 3, как говорят некоторые горячие головы, но литр воды нужно выпивать, потому что именно при нехватке воды желчь становится густой и вязкой. И еще, если камни у вас не очень большие, о чем мы говорили в начале, вам обязательно для стимуляции желчного пузыря нужно двигаться, нужно стараться побольше гулять, и помимо этого нужно делать специальную лечебную гимнастику, которая есть у нас на канале, и называется она «Упражнения для лечения холецистита и панкреатита». И, конечно, в завершении рассказа о лечении желчекаменной болезни без операции мы должны упомянуть диету. При лечении этой болезни применяется диета номер 5. Ее вы можете найти в интернете. И необходимо знать, что на время лечения нужно сократить в своем рационе, во-первых, потребление соли, копченостей, жиров и, конечно, алкоголя. Но это все банально, это, наверное, вы знаете. И теперь плавно переходим к оперативным методам лечения желчекаменной болезни. Прежде чем удалять желчный пузырь, можно попробовать провести дробление камней. Это не совсем операция, это скорее что-то среднее между оперативным лечением и физиотерапевтической процедурой. Дробление камней производится с помощью ультразвука. Ультразвук в данном случае разбивает камни на песчинки. Метод хороший, эффективный, но, к сожалению, подходит не всем. Есть ряд условий, когда можно проводить эту процедуру. Камни должны быть не очень большими, не больше 2 см. Желчный пузырь не должен быть воспален, то есть не должно быть признаков холецистита. Камни должны быть мягкими, то есть холестериновыми. Вот кальциевые камни дробятся плохо, и они дробятся с образованием острых краев. И еще одно важное условие – желчный пузырь должен сохранить свою способность нормально сокращаться. И еще один вариант щадящей операции – относительно новая процедура, которая называется чрезкожный холелитолиз. Во время этой процедуры с таким сложным названием в желчный пузырь через кожу и через ткань печени подводятся вещества, которые растворяют камни в желчном пузыре. И что хорошо, вот в этом случае можно растворить не только холестериновые камни, мягкие камни, но и камни достаточно твердые, в том числе камни с кальцинатами. Минус этой процедуры в том, что иногда ее нужно повторять 2 или даже 3 раза. Ну и теперь перейдем, собственно, к оперативному лечению, к удалению желчного пузыря. Иногда желчный пузырь удаляют через разрез обычными способами, иногда желчный пузырь удаляют лапароскопически. Это, конечно, более щадящая операция. На первый взгляд, операция по удалению желчного пузыря раз и навсегда избавляет человека
от всех проблем, связанных с камнями в желчном пузыре. И мне этот вариант не очень нравится, потому что, как ни странно, избавившись от одних проблем, мы приобретаем другие. Ведь понятно, что в организме нет ничего лишнего, и желчный пузырь, конечно, нам нужен. Это резервуар для сбора желчи. В желчном пузыре желчь концентрировалась между приемом пищи, и выделялась она в 12-перстную кишку только тогда, когда поступала еда. После удаления желчного пузыря этот механизм нарушается, и желчь начинает поступать в кишечник бесконтрольно. К чему это приводит? Из-за этого нарушается всасывание липидов, то есть жиров в кишечнике, и происходит нарушение пищеварения. А еще нарушается метаболизм жирных кислот, и продукты их распада раздражают слизистую кишечника, из-за чего может возникнуть воспаление и 12-перстной кишки, и воспаление тонкого кишечника. И самое главное, может появиться гастрит и рефлюкс-эзофагит. То есть рефлюкс-эзофагит – очень неприятное состояние, которое часто возникает именно после удаления желчного пузыря. Вообще, если суммировать, то примерно у трети людей, у которых был удален желчный пузырь, возникают те или иные проблемы с пищеварением, возникают какие-то неприятные ощущения. Вот помимо перечисленных, это воспаление кишечника или гастрит или эзофагит, здесь могут быть и другие неприятные ощущения. Самые частые – это появление горечи во рту, тошнота, изжога, метеоризм или, говоря по-другому, вздутие живота. Могут быть боли в правом подреберье. Очень часто появляются либо запоры, либо наоборот поносы. И часто бывает такое состояние, когда одно сменяет другое. То есть то запор, то понос. Очень неустойчивый стул. И еще одно неприятное состояние, которое появляется порой у людей, у которых удален желчный пузырь, это кожный зуд. А теперь ставим восклицательный знак. Примерно у трети пациентов, которым удалили желчный пузырь, возникает дистрофия печени, возникает жировой гепатоз. И еще одно странное обстоятельство. Из тех людей, которым удалили желчный пузырь из-за камней в желчном пузыре, у некоторых из них все равно продолжают образовываться мелкие камешки. Только теперь они образовываются не в желчном пузыре, теперь они образовываются в желчных протоках. Так что операция по удалению желчного пузыря не всегда решает все проблемы, а иногда даже приводит к образованию новых проблем. И что же делать тем людям, у которых все-таки удалили желчный пузырь? Нужно лечиться, нужно предпринять некоторые действия. Первое. После удаления желчного пузыря, когда пройдет какое-то время послеоперационное, это обычно 2-3 месяца, необходимо начинать делать лечебную гимнастику. И я повторю, что эта гимнастика есть у нас на канале. Она называется «Гимнастика для лечения панкреатита и холецистита». Ссылка на эту гимнастику дана под нашим роликом. Следующее. Чтобы желчь была менее вязкой, не забываем выпивать от 1 литра до 1,5 литров воды в день. Третье. Используем лекарственные травы. Здесь также можно использовать кукурузные рыльца, расторопшу, корень одуванчика и корень лопуха. Кроме того, очень полезны могут быть ромашка или календула. И вот как раз после удаления желчного пузыря все эти травы можно использовать в сборах, то есть как-то перемешивать одни с другими. Некоторым пациентам очень хорошо помогает препарат, который называется Алахол. Только прежде чем его употреблять, обязательно почитайте противопоказания к нему. А еще многим пациентам после удаления желчного пузыря хорошо помогают ферментные препараты, которые используются в том числе для лечения поджелудочной железы. Это крион, мезим, панкреатин, ну и другие препараты этой группы. В тех случаях, когда после удаления желчного пузыря у пациента появилась изжога или развился гастрит, можно на протяжении какого-то времени использовать амез, амипрозол, нексиум, то есть препараты, которые снимают воспаление слизистой желудка. Курс лечения этими препаратами обычно от 2-3 недель до 1 месяца. Какое именно лекарство из перечисленных выбрать человеку, которому удалили желчный пузырь? Здесь нет, к сожалению, какой-то единой рекомендации, то есть нужно пробовать. Попробовали одно лекарство, попробовали второе, третье, и какое лучше помогает, тем мы и пользуемся на протяжении определенного времени. И это на сегодня все, дорогие друзья. Оставайтесь с нами, подписывайтесь на наш канал и будьте здоровы. Всего доброго!